В начале 20 века на шумных улицах растущих городов Америки происходила тихая революция. Это была революция воображения, трансформация повествования, когда магия киноэкрана только начала произносить свои чарующие заклинания. Это было рождение немого кино, вида искусства, который изменил культурный облик всего земного шара. В тускло освещенных театрах того времени собиралась нетерпеливая публика. Мерцающий свет проектора завораживающе сиял на экране. Отсутствие произнесенных слов не было помехой. Истории рассказывались посредством жестов и мимики. За кулисами под аккомпанемент играли оркестры. Их мелодии усиливали эмоциональный резонанс изображения на экране. Немой фильм представлял собой симфонию визуальных эффектов и музыки, мощное сочетание форм искусства, которое переносило зрителей в далекие миры и волновало их души. Немой фильм был холстом, на котором истории о любви, героизме и трагедии были написаны в черно-белом цвете, захватывая воображение нации. Это была эпоха пионеров и первопроходцев, когда кинематографисты исследовали пределы этой новой среды. Золотой век кинематографа подарил нам не только шедевры кино, но и вдребезги разрушены судьбы вчерашних звезд экрана. Сегодня мы поговорим о самом дерзком, о самом одаренном и самом трагичном актере немого кино, о том, кто вдохновил целую плеяду современных актеров, от Киану Ривза до Джеки Чана, от Никулина до Райкина. Мы раскроем загадочную личность этого выдающегося исполнителя, режиссера, каскадера. Сегодня мы поговорим о биографии актера, который, несмотря на тяжелейшие удары судьбы, падал и вставал. Мы поговорим о жизни великого Бастера Китона. Фрэнк Джозеф Китон родился в 1895 году в маленьком городке Пикуя, штат Канзас, в семье актеров передвижного театра. Отец Фрэнка, Джозеф Китон, был его владельцем, а также занимался продажей лекарств на стороне. Мать Джозефа, Майра Китон, была музыкантом и являлась первой женщиной-саксофонисткой в Северной Америке. Согласно рассказам самого Бастера Китона, он получил прозвище Бастер в возрасте 18 месяцев, после того, как, будучи младенцем, упав с длинного лестничного пролета, чудом остался жив и даже не получил ни единой травмы. Гостивший в тот злополучный вечер в доме Китонов друг семьи Джордж Парди подобрал младенца и воскликнул: «Ну и дела, он у вас настоящий Бастер», что в переводе с английского языка означало «хулиган». Это прозвище так понравилось Джо Китону, что раз и навсегда стало мальчику именем. Уже в возрасте 3 лет маленький Бастер начал выступать со своими родителями в театральной постановке с простым названием «Три Китона». Первым Китоном была мама, которая играла на саксофоне на краю сцены. Вторым и третьим были папа Китон и маленький Бастер, который подстрекал своего папу, не подчиняясь ему, а папа в ответ швырял его на декорации, в оркестровую яму или даже в публику. Для этого к одежде Бастера даже была вшита ручка чемодана, чтобы облегчить его постоянное метание по сцене. За долгое время работы в театре своего отца маленький Бастер стал настоящим каскадером, который в совершенстве освоил навыки падения, спотыкания, кувыркания. После 1000 бросков своего отца со сцены он стал подобен кошке, которая, как бы его ни бросали, куда бы его ни метали, всегда оставался невредимым. Воистину, он был настоящим Бастером. Как-то во время очередных семейных репетиций отец Джозеф Китон
пришел на репетицию изрядно выпившим. Это было не впервой, когда отец приходил пьяным на репетиции и даже на выступления. Пьяным он не мог с точностью выполнять привычные трюки, да и Бастер был уже далеко не тем мелким удальцом, которого так ловко бросал его отец. Джо, и так отличавшийся непростым характером, впав в кризис среднего возраста, стал все чаще срываться на жене и подросшем сыне. Летом 1912 года с ухудшением алкоголизма отца Бастер ушел из семейных театральных постановок и никогда больше не выступал на одной сцене со своим отцом. Одна из самых важных случайных встреч в истории кино произошла в дождливый мартовский день 1917 года в Нью-Йорке. По крайней мере, так гласит история, которую Бастер Китон часто рассказывал о том, как он шел по Бродвею и по случайности наткнулся на старого друга Лу Энгера, который познакомил его со своим компаньоном Роско Арбаклом. На то время толстяк Роско был вторым по знаменитости актером после Чарли Чаплина. Легенда немого кино Роско Арбакл пригласил Китона, 20-летнего ветерана водевиля, который никогда не вступал на киностудию, прийти и сыграть сцену в своем новом фильме «Мальчик-мясник». 30-летнего Арбакла недавно переманил к себе на студию продюсер Джозеф Шенк, который предложил ему собственную независимую компанию. Китон тоже пережил поворотный момент. Недавно он покинул семейный комедийный коллектив «Три Китона». Все изменилось, когда Китон стал перед камерой, момент, который мы все еще можем наблюдать, поскольку, как любил хвастаться сам Китон, его первая сцена в «Мальчике-мяснике» была снята за один дубль. Арбакл, впечатленный его комической изобретательностью и несравненными способностями боксерской груши, сразу же предложил ему работу. Китон в тот же день разорвал свой прибыльный контракт с театром и больше никогда не оглядывался назад. Была ли встреча Китона на Бродвее действительно случайной, или, как предполагают некоторые биографы, его завербовали намеренно, он сразу же увлекся кинопроизводством. Очарованный камерой Арбакла, Китон забрал ее к себе домой и всю ночь разбирал и собирал камеру заново, не удовлетворившись, пока не понял, как работает все до последней шестерни, звездочки, затвора. Бастер и Роско быстро нашли общий язык и стали лучшими друзьями, которых объединяла любовь к кино. Арбакл щедро делился с новичком экранным временем и знаниями. Несколько фильмов спустя Китон стал его ассистентом, а к концу сотрудничества полноценным соавтором. В июле 1918 года Бастера, несмотря на явный дефицит роста и отсутствие фаланги и куркового пальца, призвали служить на Первую мировую войну. Он обучался на картографа и связиста, освоил азбуку Морзе, а потом на корабле отправился во Францию, где был зачислен в пехоту и через месяц стал капралом. Хотя Бастер и не был ранен, война не прошла для него бесследно. Из-за плохих условий проживания он подхватил острый отит, перешедший в хронический, и из-за осложнений почти полностью потерял слух. Война оставила неизгладимый след на теле и душе Бастера и непременно напомнит о себе еще раз в бурном творчестве актера. После возвращения в Калифорнию в апреле 1919 года Китон снялся с Арбаклом еще в 3 комедиях. Наблюдая за тем, как эти парни снимаются вместе, можно увидеть, каким весело и как сильно они уважают друг друга. Они были прекрасной командой, но, к сожалению, это было не их будущее. В 1921 году случилось сокрушительное падение Роско Арбакла с пьедестала киноиндустрии. Актер был обвинен в изнасиловании и смерти начинающей актрисы Вирджинии Раб. Несмотря на его оправдательный приговор, после 2 скандальных судебных разбирательств и изменений, принесенных судом присяжных, желтая пресса все же вершила свой суровый приговор. Таблоиды и газеты беспощадно соревновались во все более скандальных заголовках, и вскоре Голливуд наложил на карьере молодого актера свою неподъемную черную печать.
После заката карьеры Арбакла Китон получил собственное продюсерское подразделение Buster Keaton Productions. А еще через месяц подписал контракт, по которому получил полную творческую независимость. Необыкновенная комичная игра Бастера Китона сразу получила высокие оценки критиков. Первая самостоятельная короткометражка «Одна неделя» была названа комедийной сенсацией года, а сам его взлет феноменальным и не имеющим аналогов. Комедийный режиссер Лео МакКерри часто вспоминал: «В эпоху немого кино мы то и делали, что крали шутки друг у друга. Но нам не везло с Китоном, потому что он сам лично придумывал свои лучшие шутки, а его самого мы, конечно же, украсть не могли. Более смелые идеи требовали опасных трюков, которые Китон выполнял с огромным физическим риском. Во время сцены с резервуаром для воды на железной дороге в Шерлоке-младшем Китон умудрился сломать себе шею, когда на него обрушился огромный поток воды из водонапорной башни. Упав на железные рельсы вниз головой, он, промокший до нитки, встал и просто побежал дальше. А о том, что он сломал себе шею в тот злополучный день, он узнал только годы спустя, после внедрения технологии рентгеновских снимков. Сцена из парохода Билла-младшего требовала от Китона стоять неподвижно в определенном месте. По замыслу, фасад двухэтажного здания должен был рухнуть на голову Китона. Реквизит весил 2 тонны, а пространство вокруг тела Китона составляло всего несколько дюймов. Этот трюк был настолько опасным, что съемочная группа Китона отказалась не только принимать в нем активное участие, но даже не хотела находиться на съемочной площадке в тот день, будучи уверенными, что Китон на этот раз уж точно доиграется и покалечит себя до смерти. В итоге персонаж Китона остался невредимым благодаря единственному открытому окну, а эпизод стал одним из самых запоминающихся сцен в истории кинематографа. В эпизоде уже следующего фильма «Шерлок-младший» Бастер задумал сложнейшую каскадерскую сцену, по задумке которой он должен был проехаться по городу сквозь препятствия, будучи сидя нигде, как на руле мотоцикла Харли Дэвидсон. В первый же день съемок актер второго плана, которому досталась роль водителя мотоцикла, падающего на ходу в лужу, осознав всю опасность сценария, наотрез отказался от съемок. Упрямый Китон, не желавший упускать столь эпичный кадр, но так и не найдя подходящего актера, готового на риск, решил сделать все сам. В начале сцены Китон сам едет за рулем мотоцикла, как и планировалось, кувырком падает в лужу. Далее он же садится на руль мотоцикла и едет в таком положении исполнять свои трюки. Вот в этом и есть вся актерская сущность Бастера Китона. Его физические данные просто феноменальны. Без сомнения, сегодня эта сцена была бы снята с помощью компьютерного дублера, перед зеленым экраном, с профессиональными каскадерами, подстраховкой, но не в эпоху немого кино, и уж точно не под руководством неповторимого Бастера Китона. В мае 1926 года Бастер приступил к съемкам своего главного шедевра – фильма «Генерал». Картина была задумана как комедийная экранизация реального эпизода гражданской войны в США, когда шпионы северян попытались угнать у южан локомотив «Генерал». Китон для этого фильма строил точные копии допотопных локомотивов, учился водить их, восстановил по книгам старинную пушку, гражданскую и военную одежду той эпохи, отрастил шевелюру, нанял 500 человек из Национальной гвардии, разбил палаточный городок, взял 120 лошадей, запасся порохом, взрывчаткой и начал снимать. Он так точно восстановил атмосферу эпохи, что кадры из фильма потом ошибочно приводились в учебниках по истории в качестве военной хроники. Одна сцена крушения с моста настоящего поезда, длящаяся на экране всего 14 секунд, стоила киностудии целых $42 тысячи и стала самым дорогим одиночным кадром в истории немого кино. «Генерал» вышел на экраны Нью-Йорка в январе 1927 года и получил прохладный прием у американской критики и публики.
Ведущие издания сочли погоню на поездах скучной и затянутой, сам фильм недостаточно смешным, а Китона обвинили в излишней самонадеянности и самолюбовании. В ноябре 1926 года Шенк утвердил Китону супервайзера, который должен был ограничивать его расточительность. Но следующая картина «Колледж», несмотря на ограниченный бюджет и популярную тему, тоже не принесла большой прибыли. В том же году в Голливуде произошло нечто страшное. Однажды утром заговорил некто, молчавший с самого рождения, великий немой. Стало ясно, что мир кино уже никогда не будет прежним. В широкий прокат впервые вышел звуковой фильм «Певец джаза», который произвел революцию в кинематографе. За пару следующих лет немое кино почти полностью исчезло с экранов. Джозеф Шенк, в 1926 году являвшимся полноправным владельцем студии Китона, после провала дорогостоящего фильма «Генерал» и выхода первого звукового фильма, решил, что не будет заключать с Бастером новый контракт и закрывает студию Китона. Бастер, никогда не входивший в число владельцев студии Китона, все эти годы был там всего лишь наемным работником и ничего поделать с решением Шенка не мог. Взамен Шенк предложил ему заключить контракт с крупнейшей на тот момент в Голливуде студией Метро-Голдвин-Майер. Бастер, зная про авторитарные методы работы MGM, в октябре 1927 года попытался устроиться в Paramount, но получил отказ. Отчаянно нуждаясь в деньгах для содержания дорогостоящей виллы, Натали, детей и всех Китонов, он согласился на предложение Метро-Голдвин-Майер, и на этом его режиссерская и авторская карьера фактически закончилась. Подписание контракта с MGM Китон всегда называл худшей ошибкой своей жизни. По нему Китон получал на то время сумасшедшие $3000 в неделю, но не имел режиссерских полномочий. С ним могли консультироваться по поводу каста, сюжета, гэгов, но окончательное решение по любому вопросу принадлежало всегда продюсерам студии. Невозможно сделать кино самому, нелепый сценарий и бесконечные повторы действовали на Китона угнетающе. К середине 1931 года его проблемы с выпивкой заметно усугубились, и он начал пропускать появление на студии, срывая съемочные графики. «Я, конечно же, понимал, что мы делаем плохой фильм», — вспоминал Китон, в первый же съемочный день. Но что я мог с этим поделать? Я поступил так, как делали многие. Я просто начал пить. В 1932 году, после нескольких громких скандалов на фоне отчаянного пьянства Бастера, взаимных измен и жгучей ревности со стороны Натали, его отношения с женой испортились окончательно. В июле она подала на развод, получив львиную долю общего имущества, изначально оформленного на нее, включая только что подаренную Китоном яхту, итальянскую виллу, автомобили и средства на счетах, а самое главное – опеку над сыновьями. Китон даже не пытался бороться и пропустил суд, очутившись в больнице накануне слушания в результате слишком рьяных попыток утопить горе в алкоголе. Сразу после развода Натали, занятая обустройством собственной личной жизни, поместила сыновей в закрытую частную военную школу, полностью лишив Бастера возможности видеться с сыновьями. Позже она официально сменила их фамилии с Китонов на Талмадж. Китон, обожавших сыновей, до последнего пытался помириться с женой и тяжело перенес развод. Его алкоголизм достиг угрожающих масштабов. Он приходил на съемки пьяным или не появлялся вовсе, в разгар сухого закона устраивая вечеринки с реками виски и азартными играми в припаркованной прямо на территории студии наземной яхте, теперь служившей ему домом.
2 февраля 1933 года после конфликта с управляющим MGM Луисом Би Майером Бастера уволили со студии, несмотря на то, что его контракт все еще действовал. В конце февраля в прессе по всей стране объявили, что за 6 недель до этого Китон в Мексике тайно женился на медсестре Мэй Скривен, нанятой, чтобы контролировать его пьянство. О свадьбе заявила сама Мэй, и хотя официальные лица, по ее словам, проводившие церемонию, все отрицали, а сам Китон провел январь дома у матери, он подтвердил этот выдуманный брак. Осенью 1933 года пара сыграла свадьбу уже по-настоящему. Теперь ни одна из крупных студий не захотела принимать Китона на работу. В том же 1933 году он предпринял неудачную попытку учредить собственную компанию и снимать кино во Флориде. В 1934 году Бастер был объявлен банкротом. У него набралось долгов на сумму более $300 тысяч США. Поскольку для всех Китонов он по-прежнему оставался единственным кормильцем, выбирать ему уже не приходилось. С 1934 по 1936 года он снимался в серии из 16 дешевых звуковых короткометражных комедий на заштатной студии Education Pictures, а также в 2 неудачных фильмах «Король Елисейских полей», сделанный во Франции, и «Захватчик», Англия. Весь этот период Китон отчаянно пил, у него начались приступы белой горячки. Его без особых результатов помещали в клинику лечения Килли, где пациентам для выработки отвращения к алкоголю постоянно давали алкоголь с аметином и кололи инъекции с токсичными веществами, наподобие стрихнина, апоморфина, атропина и так далее. Осенью 1935 года Мэй Скривен с ним развелась, снова забрав половину имущества, и на прощание выкрав и продав любимого пса Бастера Сенбернара по кличке Элмер. Позже Китон даже нанимал детективов, но отыскать собаку ему так и не удалось. В промозглой тишине больничной палаты покоился некогда величайший актер Голливуда Бастер Китон. Тело уже давно не молодого актера, истощенное годами беспрекословного подчинения бутылки, покоилось на больничной койке, словно забытый сценарий на пыльных полках режиссера. Следы его падения были явны. Глаза Бастера, когда-то блестевшие огнем свободы и страсти, теперь утратили свой блеск. В них отражалась не только физическая усталость, но и душевное изнурение, словно они претерпели слишком много вечеров в одиночестве, погруженные в бездонные пропасти алкогольного тумана. Голос его вдохновения, казалось, угасал, тлея тусклым светом в темноте его сомнений. Но даже в самом глубоком мраке может затаиться искорка надежды. Путь восстановления Бастера Китона начался с медленного возвращения к источникам вдохновения. Осенью 1936 года, после 10-дневного лечения в психиатрической больнице с применением смирительной рубашки, Бастер наконец бросил пить, перейдя исключительно на газировку. Уже в 1939 году Бастер вернулся помощником режиссера в студию Метро Голден Майер с зарплатой в $100 в неделю, еще пару лет назад считавшейся для актера оскорбительно малой. С середины 20-х годов Китон был известен как один из лучших в Голливуде игроков в бридж, и к моменту алкогольного запоя эта сложная азартная игра стала его основным времяпровождением. Летом 1939 года во время круглосуточных турниров у Бастера дома по приглашению общих друзей стала посещать 19-летняя танцовщица Элеонор Норрис, которая захотела научиться этой очень популярной в кинокругах карточной игре. Через пару месяцев, несмотря на разницу в возрасте, Китон был старше Элеонор на целых 23 года. Сложное финансовое положение и бурное алкогольное прошлое Китона, их отношения переросли в романтические. 29 мая 1940 года Элеонор и Бастер поженились, вопреки протестам его друзей, и прожили в счастливом браке 25 следующих лет.
Элеонор постоянно сопровождала и заботливо опекала мужа, работая вместе с ним в комедийных скетчах на телевидении, европейских цирках и гастролирующих театральных постановках. В том же 1939 году Бастер впервые за несколько лет увиделся со старшим сыном, Джимом, которого тайком от первой жены Натали привез к нему домой знакомый. Когда Джим получил права, он приехал к Китону уже вместе с братом, после чего их отношения с отцом начали понемногу восстанавливаться. В том же году Бастер впервые за много лет на MGM получил роль в дорогом комедийном мюзикле под названием «Старым добрым летом» с Джуди Гарланд в главной роли, выступив также ведущим гэгменом и постановщиком нескольких комедийных сцен. Mr. Oberkuchen, won't you play something for us? В декабре 1949 года на телеэкраны вышла пилотная серия уже собственного шоу Бастера Китона, которое шло в прямом эфире и пользовалось у зрителей огромной популярностью. The Buster Keaton Show! Так у Бастера, сразу оценившего возможности нового типа развлечений, началась еще одна полноценная карьера. Китон создал 2 сезона шоу и с годами появился в бесчисленном количестве телефильмов и телепередач. Кроме того, его стали звать на небольшие роли в крупные проекты. Например, в 1950 году он снялся в знаменитом «Бульваре Сансет» Билли Уайлдера. I used to think of them as her waxworks. 1 diamond. 1 heart. Spade? Pass. 3 no trump. Pass. Pass. К середине 50-х годов интерес к немому кино в целом постепенно начал возрождаться. В 1955 году Китон вместе с давним знакомым и конкурентом Чарли Чаплином сыграл небольшую роль в его ностальгической картине о стареющем комике под названием «Огни рампы». If anybody else says it's like old times, I'll jump out the window. First the doorman, then the call boy, now the stage manager. В том же году Китон вместе с Чарли Чаплином и Гарольдом Ллойдом получили одну из 20 наград Джорджа Истмана за выдающийся вклад в искусство кино, а студия Paramount Pictures заплатила Китону $50 тысяч за право экранизации его жизни. Вышедшая на экраны картина «История Бастера Китона» с Дональдом О'Коннором в главной роли не имела успеха у телезрителей. Однако картина принесла немало пользы. Полученные деньги позволили Бастеру выполнить свою давнюю мечту и, наконец, приобрести небольшое ранчо в округе Вудланд-Хиллз неподалеку от Голливуда. После выхода байопика Китон стал получать больше предложений работы в кино и на телевидении, а заодно начал активно заниматься телерекламой. В апреле 1960 года Бастеру вручили почетный Оскар за уникальные таланты, подарившие экрану бессмертные кинокомедии. В том же году один из поклонников творчества Бастера Китона договорился устроить масштабный тур показов «Генерала» по городам Германии, потому что фильмы Китона в Европе 20-х годов были гораздо популярнее, чем на родине в США. Бастер отправился в Мюнхен, чтобы лично контролировать процесс подготовки фильма к показу и запись музыкального сопровождения. В начале 1962 года «Генерал» открылся в Мюнхене, а затем еще в 11 городах и неделями шел в кинотеатрах при полных залах. Специально для тура из Вены пригнали столетний локомотив, замаскированный под «Генерала», которым Китон управлял сам, переезжая с города в город и пугая местных железнодорожников. После окончания турне Бастер отправился во Францию, где прошла масштабная ретроспектива его работ. После ретроспективы культурный французский киножурнал написал о нем следующее. Бастер Китон был не только великим комическим актером, но и прежде всего автором, достойным Чаплина и одним из величайших кинематографистов мира. Осенью 1964 года он снялся в канадской комедийной короткометражке «Железнодорожник»
о путешествии пожилого англичанина через всю страну на угнанной мотодрезине. Картина, начисто лишенная диалогов и полной физической комедии, во многом перекликалась с самостоятельным творчеством раннего Китона. И здесь Бастер впервые за 30 с лишним лет получил возможность работать так, как ему хотелось. Снимать на натуре, не торопясь придумывать гэги, ставить их самому и постоянно импровизировать. В сентябре 1965 года в рамках показа фильма Беккета Китона пригласили на Венецианский кинофестиваль и устроили ему самую долгую в истории фестиваля овацию. Китону не было еще и 60 лет, но выглядел на все 70. Музыкальная комедия, на много лет вперед задавшая тон жанру, вызвала у него горькую улыбку, уже не ограниченную контрактом. К этому моменту Бастер был уже тяжело болен. Жена, не желая сообщать ему правду, утверждала, что это затянувшийся бронхит. И хотя сам Китон давно узнал свой диагноз у врачей, он никогда ей в этом не признавался. Бастер Китон умер от рака легких 1 февраля 1966 года у себя дома на ранчо Вудленд-Хиллз, Калифорния. Впервые о личности Бастера Китона я услышал через название сольного альбома моего любимого рэп-исполнителя Мияги. Висит этот осадок непоняток между мной и мной. Жив в моем море тонет плоть, что дико покорежен. Я Бастер Китон, и все меньше хочется смеяться. Засчитаю свои плюсы, не загибая пальцы. По моему мнению, это была самая сильная работа Мияги, в которой он, как и Бастер Китон, развлекал публику своими минорными нотами и печальным взглядом, при этом реальная жизнь артиста была наполнена драмой. Погружаясь все глубже в биографию Бастера Китона, я восхищался не многомиллионными гонорарами, которые он получал на пике своей карьеры, и даже не теми сумасшедшими трюками, которые он исполнял во имя развлечения своего искушенного зрителя, а больше всего меня поражало, насколько стремительно и одновременно больно он скатывался с вершины голливудского Олимпа, и как несоизмеримо тяжело ему давалось усвоение этих жизненных уроков. Несмотря на то, что последние годы жизни актера немого кино были прожиты в тени былой славы, и что он больше не был героем на экране, не волновал зрителей своими трюками, все же Бастер не потерял свой внутренний свет. Так, восстановление Бастера Китона после карьерного провала стало не просто возвращением к прежней жизни, а превращением его в новое, более сильное творческое существо. Его история стала уроком о том, что даже самые глубокие тени могут уступить место свету, если верить в свои силы, иметь рядом родного человека и продолжать идти вперед, несмотря на все преграды. Уходя, актер немого кино совершил для нас, зрителей, свой последний и свой самый впечатляющий трюк длиною в целую жизнь, ибо он, Бастер Джозеф Китон, воистину человек, который падал и вставал.